привет! Сегодня у нас на очереди история производства серии классических мотоциклов XJR от компании Yamaha. Вне зависимости от кубатуры, все эти мотоциклы объединяет рядный четырехцилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения. Первый представитель серии появился на японском рынке в 1993 году. Им стал Yamaha XJR 400. Это был простой и надежный классический дорожник. Его 399-кубовый двигатель выдавал 53 лошадиные силы и 34 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 195 кг от 0 до сотни XJR 400 разгонялся за 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 18 литров топлива. Через год, в 1994-м, была выпущена и старшая версия Yamaha XJR 1200. Сердцем мотоцикла стала рядная четверка объемом 1188 кубических сантиметров от спорт-туриста Yamaha FJ 1200. В этом варианте двигатель выдавал 98 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. В сниженном состоянии мотоцикл весил 255 кг. При этом от 0 до сотни XJR 1200 разгонялся за 4 секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 21 литр. В отличие от младшей версии, вместо шестиступенчатой коробки передач XJR 1200 имел пятиступенчатую. В 1995 году в название Yamaha XJR 400 добавляется буква R, а вместо обычных двухпоршневых суппортов спереди теперь устанавливаются четырехпоршневые Brembo золотого цвета. Однако в 1996 году была представлена ограниченная версия Yamaha XJR 400 R2, которая отличается наличием переднего обтекателя с прямоугольной фарой, цифровой приборной панелью и полностью черной выхлопной системой. В этом же 1996 году для японского рынка была предложена ограниченная версия Yamaha XJR 1200R, главным отличием которой от классической модели был передний обтекатель с квадратной фарой. Все остальное без изменений. Однако, так же как и Yamaha XJR 400R2, данная модификация не получила широкой популярности и исчезла из линейки в тот же год. — 1997 год ознаменовался появлением на европейском рынке спецверсии Yamaha XJR 1200 SP, которая отличалась оригинальной черно-бело-желтой раскраской, все остальное без изменений. Эта модификация продолжала предлагаться параллельно обычной версии вплоть до окончания производства в 1998 году. На смену Yamaha XJR 1200 в 1998 году пришла версия Yamaha XJR 1300. Новый двигатель объемом 1250 кубических сантиметров в зависимости от рынка выдавал от 98 лошадиных сил в Японии и до 106 лошадиных сил в Европе, и от 98 до 100 ньютон-метров крутящего момента соответственно. В снаряженном состоянии мотоцикл весил 253 килограмма. Бак вмещал 21 литр. От 0 до сотни XJR 1300 разгонялся за 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час.
В 1999 году появляется модификация SP. В 2000 году Yamaha XJR 1300 подвергается неофициальному рестайлингу и получает более 200 изменений, которые были незаметны на первый взгляд, но привели к снижению общего веса мотоцикла на 8 кг. Мотоцикл стал весить 245 кг. Помимо этого, расположение райдера стало более комфортным, а управляемость повысилась за счет немного измененного бака, сиденья, руля и настроек подвеса. В 2001 году модель Yamaha XJR 400 помимо новых цветов получает и небольшие изменения в виде иной выхлопной системы и новых передних суппортов Nissin от знаменитого спортбайка Yamaha R1, которые сменили пафосные суппорта Brembo золотого цвета. Емкость топливного бака увеличилась с 18 до 20 литров еще в 1998 году. Все остальное без изменения. В таком виде XJR 400 производился до 2008 года, после чего был снят с конвейера из-за выхода обновленных экологических норм, которым старенький мотоцикл не соответствовал. В 2007 году Yamaha XJR 1300 получает некоторые технические изменения. Вместо карбюраторов наконец-то появляется электронный впрыск топлива. Мощность мотоцикла остается прежней, а вот крутящий момент вырастает до 108 ньютон-метров. Главное визуальное изменение — это новая выхлопная система с клапаном экзап, которая теперь вместо двух имеет только один глушитель с правой стороны. В 2015 году Yamaha XJR 1300 получает последнее обновление, и в названии добавляется буква C. Главное изменение — это, конечно же, внешность. Мотоцикл стал визуально меньше и теперь имеет дизайн в стиле ретро. Появилась новая, заметно меньшего размера фара. Бак новой формы стал пластиковым и похудел до смешных 14,5 литров, что становится проблемой для любителей дальних поездок. Благодаря этому снаряженная масса снизилась до 240 кг. Выхлопная система теперь красится в черный цвет. Технически все осталось без изменения. Помимо основной версии, также появилась и версия в стиле Cafe Racer Yamaha XJR 1300 C Racer. Она отличается наличием переднего полуобтекателя и клипонами вместо обычного руля. Однако из-за нового ужесточения экологических норм, которым уже сильно устаревший двигатель не соответствовал, XJR 1300 уже в 2016 году закончил свой путь на конвейере.